Добрый день, с вами ведьма Аграфена и мой канал Магии и Колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе защиты вашего бизнеса, ритуалы на успех, прохождение соревнований, конкурсов, также откуп от дурной судьбы и наказание обидчиков, то есть и магия мести, магия наказания. Самое сложное исправление ритуалов других магов, в том числе самых отражение атак на вас. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю 17-24 октября. Помним, что в зависимости от знака зодиака на нашу жизнь влияют планеты, кометы, Солнце, звезды, Луна. Каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет Солнце, где бы мы ни были, мы таким образом зависим от него. Также существует масса зависимостей, которые при рождении влияют на нас каждый день, каждую неделю. Итак, у меня первая половина знаков зодиака. На неделю влияние, как они действуют на наш разум, внешние события, какие влекут, каких людей, какие обстоятельства. Начинаем с рыбы. Первая половина. Это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Что наша рыба, с чем она входит. Так, рыбы, расходы происходят незапланированные. Вы планировали платить небольшую сумму или рассчитывали, что все обойдется. Однако приходится, расходы увеличиваются. Увеличиваются и увеличиваются. По работе, по заработкам что-то затягивается, все медленнее происходит. Вот, возможно, что вам уже ваш отдых или передышка не в радость, потому что это сроки растягиваются, или ожидание затягивается, ответ работодателей затягивается, и вроде бы отдых. По социуму, по вашему окружению, Иерофант, кстати, интересная карта. Изменение вашего социального статуса, знакомство с человеком другого круга, высшего круга, иерофантом, тот человек, который доступ к каким-то знаниям имеет, прохождение через ритуал, общество, которое даст вам какие-то важные знания, проведет вас и в духовном смысле, и в бытовом на другой уровень. Такой вот интересная карта. По здоровью семерка жезлов. Вы достаточно активны в эту неделю. Вам так легкий физический труд. Хотя эта карта указывает о том, что вы можете переутомляться. То есть вас, особенно в плане физической активности. Руки, ноги, пальцы берегите. Потому что у вас вы очень активно, вы очень по всем направлениям стараетесь успеть. И это активность, беречь руки, ноги, мелкие суставы, да, вот так что. По состоянию личного возврат какой-то идет. Встреча с человеком из прошлого, но если вы одиноки, в любом случае может прибить кого-то, о ком вы давно забыли. Для тех, у кого там какие-то отношения, или вы в браке, это, может быть, вы будете предаваться воспоминаниям о вашей жизни, как вы встречались, или по каким-то местам. Может быть, попадете в эти места. Возвращение к чему-то такому пройденному уже. Конец недели, активность в плане и в бытовом, и решаете вопросы, вы бодры. С одной стороны, это хорошо, да, вы бодры, вы активные, у вас вы полны энергии. С другой стороны, много-много вопросов, которые на вас навалятся, вы будете их решать. Будете активно заниматься. Быт, документы, беготня, решение всего этого. Овны. Так, семерка жезлов. Что такое? Семерка жезлов, тут семерка жезлов. Активность. У вас будет много предложений, много
и встретиться, и заняться, и работа, и все это очень такой поток, бурный поток жизни, в котором вы будете активны, раскидывать все эти вопросы, отстаивать свое мнение придется вам также, доказывать. Сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. Девятка жезлов. Так, по работе перевернутая девятка жезлов говорит о том, что вам скорее придется уклоняться или на какое-то время приостановить эту активность, не решать вопрос. Касаться это карта перерыва в вашей борьбе. Почему? Почему? Сейчас узнаем, почему так. Почему? Лучше замереть, спрятаться, либо у вас пока нет сил для того, чтобы что-то предпринять. Вот так. По вашему социуму. Принцесса кубков. Это вестник кубков. Она веселое времяпровождение. Какие-то легкие, такие друзья. Встреча, болтовня. Веселье, можно сказать, развлечения, такая вот карта. Также, если у вас какой-то вопрос намечен, ну, решиться легко, вот так вот играючись, каким-то, может быть, легким способом разрешиться. Ваше здоровье. Шестерка мечей перевернута. С одной стороны, указывает на то, что если заболевание какое-то, оно не развивается, то есть вот оно остановилось где-то, если что-то бурное, вот так, ухудшение какой-то раз, оно ухудшения нет. С другой стороны, карта говорит о том, что не отправляться в какие-то поездки, потому что все, что связано с поездками, вас тут посетить. Не ездить, особенно по морю, укачивание, вот эти всякие состояния могут вас настигнуть. Так, ваше здоровье, ваша личная жизнь, император. Это вмешательство внешней силы. Император в отношениях скорее означает, где пытаются волевым способом на вас надавить. Хотя Овен, особенно если вы мужчина, вы очень сам характерный, передавливаете, перегибаете палку в ваших отношениях. Тут не до чувств идет, скорее придавили партнера. Также это может влияние какого-то пожилого родственника, в основном мужчине, или препятствия со стороны государства. Но это если уже вы там в разных странах каких-то находитесь, или у вас какой-то престарелый директор на работе, император в негативном аспекте. Так, конец недели. Шестерка кубков. Пошел, наверное, на какой-то ретроградный Меркурий. Возврат. Встреча с человеком, которого вы хорошо знали. Это, кстати, может быть и любовная, или амур, и друг. Причем такая приятная встреча. Одна из карт возврата, которая указывает на приятное времяпровождение, дружелюбное времяпровождение, общие темы для разговора. Такой вот интересный расклад. Дальше у нас идет телец. Телец, отшельник у него. Открываются ранее неизвестные информация о людях, а также тайны мироздания в том числе. Человек показывает свое настоящее лицо, открывает. То есть, человек этот отшельник в вашей жизни, который что-то от вас хочет. Вот такой вот он хитрый, такой вот он и мудрый. С одной стороны, это может указывать и на вас лично. Особенно, если вы магией занимаетесь, расследуете что-то, какие-то тайнами. По работе башня, но это скорее вы будете вынуждены работать сверх нормы, в каком-то аврале, в каком-то срочности какой-то. Также это трудоустройство, но такое, вот знаете, если вы не ищете работу, так как быстро в сложных условиях вас сразу кинут куда-то, да, в самую гущу событий, вам придется очень так хорошо попахать. И звезды. О, интересно. Прям сплошные старшие арканы идут на тельца. Звезды, прекрасная перспектива. Звездный круг общения, мечты, может быть, вот которым дано сбыться.
какое-то интересное окружение. Также вас могут заинтересовать артистические круги, звезды, дотянуться до звезд. Также посещение какого-то мероприятия, связанного со звездами. Это может быть и какая-то галерея, и концерт. То у нас еще там кому-то даже может и полет в космос. Полет мысли. Ага. Так, состояние здоровья, всадник мечей, беспокойство, раздражение, вот это какие-то ваши внешние, все это идет извне, да, что что-то вас раздражает, шум может быть, колет, болит. Это все на нервной почве у нас, всадник мечей. Будете так. Такое бывает. По состоянию личной жизни, восьмерка кубков, отдаление, что-то каждый ушел в свои какие-то воспоминания. Если у вас отношения, если вы в ссоре, пока ничего не происходит, вы все дальше и дальше. А если вы одиноки, вы просто предаетесь воспоминаниям, как было, с кем, как. Так, и конец недели, вестник мечей, какие-то известия. Переговоры с людьми, ну, которые незначительные, незрелые, но пытаются вам что-то там вам указывать, рассказывать, критику какую-то такую по мелочам. По мелочам это все критика незрелого человека, критика такого вот мелкого гаденыша. Ну, также хлопоты, которые по мелочам, которые вам не нравятся, раздражают, ну, придется хлопотать. Дальше. Близнецы. Близнецы. О, две карты. Ну, так уже бывает так, но редко, да? Любовная карта. И король огня, и любовники. Все это что-то зарябило в глазах от любвеобильности, от выбора. Какое-то приключение прямо. Близнецов. И у тех, и у мужчин, и у женщин. Если мужчина, то так похоже, что у вас наметился роман какой-то, дополнительный выбор. Так, ваша работа. Возвращение каким-то вашим... Это может возвращение на старую работу. Предложение от какого-то человека, от родственника, от знакомого, с кем вы были знакомы раньше. Также это если у вас уже есть работа, трудоустроены, это придется доделать что-то там давно забытое, или там клиент, который давно, заказ, который давно был, вот он возобновится снова. И социум повешенный, но обязательства, неприятные обязанности, посетить кого-то, не знаю, вымыть пол бабушке, позвонить какому-то дяде, тете. То есть то, что вас обязывает, то, что вам не хочется делать, но придется. Также, если вы продвигаете дела в каких-то службах, государственных органах, все это затягивается. Что-то затягивает. Они затягивают, да. Чиновники. Любовная любовь тут гормональная. Прекрасная карта, выздоровление, улучшение самочувствия, красота, одна из карт зачатия беременности, счастливое прохождение всяких, любых абсолютно вмешательств. Также хороша карта для того, чтобы начать лечение какое-то, выбрать лечение. То есть тут также карта рекомендация не оперироваться, не делать жестких, быстрых телодвижений каких-то резких, лечиться. Личная жизнь, что такое? Так, старая проблема, где все это уже, понимаете, что все уже не то, и так быть не может, какой-то кризис. Хотя началось с того, что у вас их два, а может и больше, или две. С кем-то придется расстаться. Ну или так подводит вас к мысли. Что-то... Ой, покупка тут и покупка, и придется вам
Это также карта прибыли, покупки, ценные вещи. Вы можете ее получить и в подарок, и, наконец, или выкупить. Однако в перевернутом состоянии скорее это придется платить больше, получить меньше, какие-то осложнения связаны с этим. Либо она не так вас обрадует, как вы планировали, что ли, так. Затраты оказываются более значительными. Так, покупочка. Ну, все равно это покупка. Наши раки. Угу. У раков пошли инсайты, откровения, духовное прозрение. Всплыли. Также вы рискуете быть обнаруженными в ваших каких-то тайных там связях, тайных, порочащих вас. Все это может полезть наверх, какие-то тайны, там может быть и ваши тайны. Чтите. Если вы не планируете. Ваша работа. Кубков, так. Старая, давно забытая. Придется применять знания. Также всплывут какие-то дела, которых вы либо забыли, либо вы их не доделали. Еще эта карта указывает на разочарование и такое, знаете, любование, отстранение от этой работы, в которой вообще хочется как удалиться, да, медленно удалиться с этой работы. Вы смотрите на нее издалека, это с каким-то таким печалью, да. Пора бы отсюда куда-то уйти. И эта ситуация давно. Так, ух ты. Ваш социум, любовники перевернуты. Ну что, тайные поручащие связи. Вас будут предлагать вам какие-то встречи, люди, которые вам неприятны, сбивать вас, затягивать в какие-то ненужные вам связи, компании. Опасайтесь ошибиться с этими новыми знакомыми особенно. Также это карта выборов, в котором вас запутывают явно сделать этот выбор, склоняют к неправильному выбору, потому что, так не суд, так, манипулируют вами. Туды, не ходи, ходи туда. Эх, выбор. Так, состояние здоровья хорошее, хотя чрезмерное может быть эмоциональное, но это, по сути, все равно приятная карта. А также улучшение эмоционального состояния. По сути, также обращение к какому-то терапевту, женщине, которая лечит едой, питьем, диетологу, фитотерапевту, поддержка. Личная жизнь, всадник кубка, но это сам рак. Также, если это вы, женщина. У рака такая очень веселая неделя, связана скорее встречи с людьми, какие-то такое легкое времяпровождение, болтовня на такой вот волне. И, конечно, да, работать хочется отстраниться от работы, отстраниться от всяких этих обязанностей социальных каких-то ваших. И там знакомство с любовничком таким, с которым можно попить кофе, загулять, заболтаться. Это веселье такое. Конец недели. Какой рак у нас без страха? Страхи какие-то, накручивая что-то себя. Вдруг оказывается, что вам надо с чем-то бороться. Ветряные мельники. Ничем бороться не надо. Ваши страхи не обоснованы. Рак любит себя понакручивать под конец всего. Да, загулял, а теперь карта страхов. Что же это я делаю? И лев, Левушка. А Левушка весь в деньгах, весь в контрактах, весь в получении денежек на карту. Особенно это касается валюты, перечислений на карту, в том числе помощь родственников, какие-то наследственные, родовые денежки вам идут по вашему. Работа. Прийти с меня надо, Федота называется. Отстаивать свое мнение. Вам подгрузят вас, конечно. Придется много всего делать. То есть работа кипит, но вам придется делать надо только по-своему, а по-своему вам
будет не навязывать какие-то не те пути. Ну, в общем, вам придется поморочиться с этим, потерять какую-то, может, даже энергию, отстаивая свое мнение. О, шут. Интересная карта при загрузке окружения, новый подход к вашему обществу, социуму. Также это встреча с людьми необычными какими-то, необычные социальные контакты людей. Также это может быть, ну, какие люди? Люди наши творческих каких-то профессий. Вдруг вы окажетесь в этой тусовке, где вам будет необычно, весело и где-то даже рискованно. Так, приключения. Состояние здоровья, обновление, улучшение, новый образ жизни. Может, вы примете какое-то решение, будете им исследовать. Обновленная жизнь, возрождение. По утрам бегать, соблюдать диету, новый образ жизни. Обновление внешнее также может быть. Захотите что-то сделать со своим телом, в плане улучшить, оздоровить. Личная жизнь. Личной жизни чего-то ждет у нас лев. Также ждет чьей-то активности. Не бездействует, что ли. Ждете какого-то шага с той стороны. Или ждете звезда с неба. Вот и ждете. Ждете. И четверка мечей плавно перетекает в четверку жезлов. Это жезлы, где вы, собственно говоря, на все махнули, поехали отдыхать, и все у вас прекрасно. Отдыхаю, хорошо поработал, хорошо отдохнул. Птички поют, сады цветут. Что еще надо? Все тихо, спокойно. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этими видео. Прошу писать, и чаще всего отвечает мой администратор Ольга. До свидания.